Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Во время прогулки по парку я увидела на пруду первые лилии и подумала, что вязаная лилия будет замечательно смотреться в качестве декорации на моем столике. Хочу предложить вам мастер-класс такой лилии, которая точно повторяет форму живого цветка. Предлагаю связать его вместе со мной. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я закончила этот ряд, и теперь опять начинаю вязать только в передние части петелек. Делаю сюда соединительный столбик и начинаю вязать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так же, как предыдущие лепесточки, я иду во вторую петельку, делаю соединительную петлю, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, и столбик с 2 накидами. Раз, 2, 3. Иду в следующую петельку, опять в переднюю ее часть. Делаю соединительную петлю. И затем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И затем опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Полустолбик без накида, столбик без накида. Полустолбик с накидом. Столбик с накидом. И столбик с 2 накидами. Соединительную петельку, опять переднюю часть, и 3 столбика, без накида. Тоже все, весь ряд вяжу только в передней части петелек. И 3. Таким образом у нас точно так же получится 8 лепесточков. Я провязала все 8 лепесточков в этом ряду. То есть у нас уже получилось 2 ряда лепестков. И сейчас мы идем дальше. Я начинаю опять вязать по задней части петель ряд столбиков без накида. Для этого я делаю 1 воздушную петельку для подъема и начинаю вязать. Первую петлю я делаю 2 столбика. Затем 3 петли без прибавки. 1, 2, 3.
И в четвертую делаю прибавку. 2 в одну. Раз и 2. 3 без прибавки. Раз, 2, 3. И в четвертую прибавку. Все за заднюю часть петельки. То есть у нас снизу получается это как круг амигуруми, по сути дела, на котором сверху вот мы навязываем такую лилию. Так вяжем до конца ряда. Прибавку в каждую четвертую петлю. Следующий ряд я начинаю с кетлевочной петли и делаю ее уже под обе части петельки. То есть нам здесь уже нет необходимости разделять на переднюю и заднюю. И делаю 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И затем я иду первой кетлевочной петлей, соединительной петелькой, во вторую петлю, как я и раньше делала. А дальше я вяжу таким же образом. То есть я в каждую петельку делаю просто кетлевочную петлю. Вот так вот. То есть у нас получается потом 5 раз такие кетлевочные петельки. Просто вниз. Это у нас получается как бы стержень. И затем следующую петлю делаю столбик. И затем еще 3 столбика. То есть у нас всего получается 4 столбика. Затем опять 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Точно так же возвращаюсь с кетлевочными петлями вниз. Вот таким образом. И 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Затем опять, ну и так далее. И так весь ряд. Я довязала этот ряд до конца, до нашего первого лепесточка. Теперь я разворачиваюсь и вяжу одну соединительную петельку обратно. Затем опять разворачиваю вязание. Я вяжу таким образом. Я иду под первую петлю нашего стерженька, делаю туда столбик с накидом, под вторую тоже столбик с накидом, затем делаю полустолбик с накидом, столбик без накида. И под нашу воздушную петельку, которая в самом-самом конце у нас была такая петля, я делаю кетлевочную петлю.
затем 2 воздушные петельки, возвращаюсь туда же, делаю опять петлевочную петлю, и затем иду по другой стороне обратно, делаю столбик без накида, затем следующую петлю столбик, полустолбик с накидом, и 2 столбика с накидом. И затем иду в наше основание, пропускаю одну петлю и во вторую петельку делаю петлевочную петлю, то есть соединительную петельку. Затем делаю еще 2 соединительные петельки. И подхожу к следующему лепесточку. Вот у меня уже здесь получилось 2 лепестка, я связала. Вот они таким образом смотрятся. Я подхожу к следующему лепесточку, делаю туда столбик с накидом. Во вторую тоже столбик с накидом. Затем полустолбик с накидом. Столбик без накида. И самую-самую верхушечку петлевочную петлю. Затем 2 воздушные петли. Это у нас будет как бы сама это вот как пико здесь, и обратно петлевочную петлю. Затем столбик без накида, полустолбик с накидом и 2 столбика с накидом. Раз и 2. Вот таким образом. Пропускаю одну петельку, в следующую петлю делаю петлевочную петельку, еще одну и еще одну, то есть 3 петлевочных петли. И так вяжу весь ряд. То есть у нас здесь тоже получается 8 лепесточков, просто они достаточно большие, эти лепестки. Вот так у нас как бы раскрывается наша лилия постепенно и принимает форму.